Здравствуйте, стрельцы! Сегодняшний таро-прогноз – это прогноз на следующую неделю, неделю с 3 по 9 августа. Давайте посмотрим, что готовит вам следующая неделя, какие вам карты сегодня выпадут нашим стрельцам с понедельника по воскресенье. Я напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал, а также оставить лайк или сообщение под этим видео, если того захотите. Я буду очень признательна вам за такую обратную связь. Пишите, не стесняйтесь. Также напоминаю, что вы можете поделиться этим видео с кем-нибудь из ваших знакомых стрельцов, если считаете, что им это видео подходит. Да, что оно резонирует с их ситуацией, с их какими-то жизненными моментами в этот период времени. Итак, стрельцы, давайте посмотрим. У нас сегодня две колоды. Первая колода основная, вторая колода дополнительная для уточнений, для разъяснений. Посмотрим, что же у нас сегодня получится, соответственно, в нашем раскладе на неделю. Неделя с 3 по 9. Я напоминаю, с 3 по 9 августа. Итак, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Первая карта, которая у вас есть, карта «Мир», карта замечательная карта, показывающая, что, возможно, этот день у вас в целом происходит достаточно хорошо и успешно, потому что это карта достижений, хороших результатов, где вы можете гордиться тем результатом, который вы получаете. Кстати, мир здесь показывает рождение ребенка как завершение одного периода, одного цикла и начало нового периода. То есть она старалась, вынашивала этого ребенка, чтобы его родить на свет, соответственно, да, и у него появляется возможность дальше жить, продолжать жить. То есть это как начало нового периода для женщины и для ребенка, соответственно. То есть у вас тоже как завершение одного этапа и начало нового этапа, стрельцы. К тому же карта «Мир» может также говорить о каких-то вещах, касающихся того, что о вас узнают в мире, узнают окружающие, что-то такое вот происходит. Либо, на широкую публику я имею в виду, либо что-то связанное с как таковым миром, да, для вас, а может быть путешествием по миру, потому что мир тоже связан с путешествием, с дорогой, с возможностью, не знаю, там в отпуск отправиться какой-то, соответственно, да, куда-то поехать. Поэтому карта «Мир». Следующая карта, которая у вас также здесь есть, это четверка Пентаклей. Она дополняет эту карту «Мир». И в целом она здесь может говорить о том, что так как четверка Пентаклей, она о желании где-то сэкономить, проявить какую-то такую скуповатость, то здесь либо вы по карте «Мир» куда-то едете, путешествуете, но хотите сэкономить в этот день денег, то есть не хотите потратить лишних денег, да, то есть считаете, что лучше их сберечь. Как будто бы дальше по четверке Пентаклей также может быть ситуация, где вас, допустим, приглашают на день рождения, вы не хотите много тратить денег тоже, да, где-то пытаетесь сэкономить, поэтому «Мир» и четверка Пентаклей. Или вы что-то получаете своей работой, да, триумфальное достижение для вас, и вы очень дорожите этим достижением. То есть, опять-таки, по четверке Пентаклей считаете, что это что-то очень для вас важное, ценное, что вы не хотите никому отдавать, не хотите этим делиться. Поэтому такая карта. Следующая тройка кубков, которая есть у вас на вторник, она про успех как таковой тоже. То есть про желание делиться своими достижениями, успешными какими-то событиями, но при этом здесь такой переход на четверку кубков, и может быть вечером по отшельнику ощущение отшельничества, одиночества, и день, который начинается с общения с большим количеством людей, позитивного, веселого, такого жизнерадостного, может завершиться тем, что вы в конце дня просто почувствуете себя немножечко уставшими, измотанными, и по отшельнику захотите уединиться, побыть один на один с собой, как будто бы в одиночестве, о чем-то поразмыслить, возможно, по этой карте. Возможно, здесь будет что-то вам предлагаться, от чего вы захотите отказаться вечером, к примеру. И по четверке кубков, которая есть в среду, также, возможно, будет предложение какое-то поступать, но вы не будете торопиться его принимать, как будто бы вам будет лень это делать, либо вы будете испытывать определенную как апатию, такую отстраненность от этой ситуации, вам захочется побыть в одиночестве или отдохнуть просто в конце концов. Поэтому здесь четверка кубков изображает такого человека. И тройка пентаклей, которая здесь
здесь также есть, в принципе, да, она говорит, что, возможно, ближе опять-таки к вечеру, во второй половине дня по тройке пентаклей вам захочется это предложение, возможно, принять все-таки или сделать какие-то решительные важные шаги, которых утром сильно не хотелось. Возможно, вы сможете с кем-то сотрудничать или совместно какую-то работу выполнить, о чем-то договориться очень важном, где требуется коллективная работа, коллективная такая договоренность. И пятерка жезлов в четверг вместе с рыцарем пентаклей показывает настойчивую работу и целеустремленное какое-то вот такое вот направленное действие для вас, где вы преодолеваете определенные препятствия, сложности и трудности, но делаете по рыцарю пентаклей это методично, терпеливо, вы выносливы, и вы справляетесь с любой работой, которая здесь в четверг, соответственно, на вас наваливается. Возможно, какая-то конфликтная ситуация может произойти с человеком земного знака, поэтому нужно быть в целом осторожнее. То есть девы, тельцы или козероги, да, в вашей жизни. Следующий король мечей, карта воздушного знака на пятницу, может говорить про общение с воздушным знаком, вроде весов, близнецов или водолеев. И тут же карта правосудия, то есть карта весов выпадает. Возможно, есть какие-то выяснения отношений или какие-то спорные ситуации, где вы пытаетесь доказать свою правоту, отстоять свои интересы. Возможно, вы здесь очень честны, прямолинейные, высказываете то, что вы думаете. Это может вызвать какие-то разногласия. Также нужно быть осторожнее. Но вы хотите этим разговором добиться определенного баланса, о чем-то договориться, прийти к равновесию. Возможно, поэтому так поступаете. Также король мечей может говорить о том, что вы с кем-то консультируетесь, с человеком, который является профессионалом в своем деле, и по правосудию вам хочется какой-то ясности и справедливости в определенных вопросах. Это как консультация там с юристом, допустим. Дальше королева жезлов, которая вашей стихией является, вашей картой вместе с пятеркой мечей, может говорить о каких-то переживаниях, связанных с человеком огненного знака. По пятерке мечей, возможно, здесь какая-то неудача, которую вы терпите почему-то в субботу, либо испытываете какую-то трусость, страх, боязнь проиграть в каком-то деле. Также думаете о том, что имеет смысл приложить усилия, чтобы победить любой ценой. То есть думаете, каким образом это можно сделать. И семерка кубков, которая есть в воскресенье, показывает ваши фантазии, мечтания, какой-то полет фантазии, который у вас есть. И по девятке кубков вы мечтаете и планируете что-то очень такое позитивное для вас. То есть думаете о достатке, думаете об успехе, о каких-то вариантах, которые могут привести, соответственно, к успеху, о том, что может привести к излишеству, да, к каким-то преимуществам, да, в вашей жизни. По девятке кубков также рассматриваете в целом какие-то варианты или фантазируете о том, что, возможно, может сделать вашу жизнь лучше, что, может быть, имеет смысл приобрести, допустим, для себя. Но в любом случае, то есть здесь могут быть какие-то размышления о каких-то материальных вещах для вас в воскресенье. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для стрельцов мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.